Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить очень вкусный домашний торт «Шоколадная идиллия». Коржи для торта можно готовить как в духовке, так и на сковороде. Готовится торт просто и быстро, обязательно приготовьте, ваши гости непременно оценят его вкус. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта диаметром 19 см, высотой 6 см и весом 400 кг. Давайте приготовим. Сразу приготовим пропитку для коржей. Заварите крепкий сладкий кофе. Я к 100 граммам или миллилитрам горячей воды добавляю 2 полные чайные ложки растворимого кофе и 2 чайные ложки сахара. Перемешиваем и оставляем кофе остывать. 100 граммов чернослива промоем, просушим и нарежем небольшими кусочками. Добавляем в черносливу 1 столовую ложку коньяка или бренди. Перемешиваем и оставляем на столе чернослив настаиваться. Алкоголь по желанию, если не употребляете, то можно этот момент пропустить. 100 граммов обжаренного и очищенного арахиса измельчаем на небольшие кусочки. При желании арахис можно заменить лесными, грецкими или миндальными орехами. Приготовим коржи для торта. В чашу просеем 120 граммов или 6 столовых ложек без верха пшеничной муки, 30 граммов или 3 столовые ложки без верха какао. Добавляем 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара, щепотку соли, 5 граммов или 1 чайную ложку без верха соды. Перемешиваем до однородного состояния. Вливаем 60 граммов или 6 столовых ложек растительного масла, 150 граммов или миллилитров молока комнатной температуры. Добавляем 2 яйца. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Добавляем 14 граммов или 1 столовую ложку 9% уксуса. Перемешиваем до однородного состояния, реакция уксуса должна полностью прекратиться. При желании 1 столовую ложку 9% уксуса можно заменить 2 столовыми ложками свежевыжатого лимонного сока. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Тесто получается не густое, оно легко стекает с лопатки. Делим тесто на 2 равные части. Хорошо разогретую сковороду смазываем небольшим количеством растительного масла. Выливаем 1 часть теста на сковороду. Размер моей сковороды по дну 22 см. Накрываем крышкой и выпекаем на умеренном огне 10-12 минут, в зависимости от вашей сковороды и нагрева вашей плиты. Я выпекаю коржи на сковороде, но при желании вы можете испечь их в духовке. Выпекаются коржи в предварительно разогретой духовке при температуре 180 градусов ориентировочно 12-15 минут. Если собирается конденсат на крышке, его убираем сухой тряпочкой. Готовность коржа можно проверить пальчиком, он должен быть сухим, без остатков мокрого теста. Также можно проверить деревянной палочкой, она должна выходить сухой. Переворачивать корж не надо. Перекладываем корж на решетку и оставляем остывать. И таким же образом выпекаем второй корж. Даем коржам остыть до комнатной температуры, остывают они очень быстро. Пока второй корж выпекался, первый уже остыл. Остывшие коржи, у меня они диаметром 22 см, я обрезаю по форме диаметром 19 см. Обрезанные края обоих бисквитов нарезаем небольшими кусочками. К остывшему кофе добавляем 25 мл или 2 столовые ложки коньяка или бренди. В пропитке алкоголь также по желанию. Прокалываем оба коржа вилочкой. И равномерно пропитываем всей пропиткой. Оставляем коржи на столе, чтобы они пропитались, а сами пока приготовим крем. Забьем до светлого воздушного состояния 150 граммов мягкого сливочного масла комнатной температуры. К взбитому сливочному маслу в 2 этапа добавляем вареное сгущенное молоко. Сгущенное молоко тоже комнатной температуры. Каждый раз хорошо взбиваем миксером до однородного и воздушного состояния.
Всего нам понадобится 300 граммов вареного сгущенного молока. Обязательно берите качественное сгущенное молоко, в состав которого входит только цельное молоко и сахар. В крем добавляем ранее подготовленный чернослив, арахис и нарезанные кусочки бисквита. Перемешиваем все вместе до однородного состояния. Кремовая прослойка готова. Сформируем торт. Выкладываем корж на тарелку, устанавливаем разъемную форму, ацетатную пленку. На корж равномерно выкладываем всю кремовую прослойку. Чтобы не было пустот, я выкладываю ее в два этапа. Выкладываю половину кремовой прослойки и равномерно ее разравниваю. Далее выкладываю оставшуюся половину и также равномерно разравниваю. Кремовую прослойку накрываем вторым коржом. Второй корж я выкладываю нижней стороной вверх, так как эта сторона более однородная. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться минимум на 2-3 часа. При желании можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт покроем глазурью. Разогреем до горячего состояния 60 граммов или миллилитров молока и 40 граммов сливочного масла. В горячее молоко с маслом высыпаем 100 граммов измельченного черного шоколада с содержанием какао 70-72%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт молоком. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял, и хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Выливаем глазурь на торт. Аккуратно провернем тарелку, чтобы глазурь равномерно распределилась по поверхности. Друзья, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на нем я выставляю проверенные, старые и новые свои рецепты. Если на поверхности глазури есть маленькие пузырьки воздуха, их можно аккуратно проткнуть деревянной палочкой. Убираем торт в холодильник примерно на 15 минут, чтобы глазурь застыла. Когда глазурь застынет, освобождаем торт от формы ацетатной пленки. Торт готов, его можно подавать к столу. Торт очень вкусный, готовится просто и легко, советую вам его приготовить. Если вам понравился рецепт, тогда делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.